Если вы любитель походов, этот остров вам придется по душе. Здесь есть что посмотреть, поверьте мне. Но если вы не любите ходить, вам обязательно нужно будет взять какой-нибудь транспорт в аренду. Например, машину. Или парашют. Удивительные пейзажи оставят массу впечатлений. Это прекрасный остров посередине Атлантического океана. Погода на Сан-Мигеле настолько непредсказуема. Едешь себе, солнышко светит, и тут хрясь! Вокруг уже тучи, идет дождь. Причем такой, что кажется, ну все, это где-то на неделю. Но заканчивается дождь так же внезапно, как и начинается. Обочины дорог становятся не такими скучными, когда на них растут лилии. А лилии здесь растут везде. Вообще, кроме обзорных площадок, здесь масса ландшафтных садов, которые, как правило, засажены всякой растительностью. Вот, например, растут пальмы, на которых уже некоторые отличились. Типа, здесь был Вася. Где-то я такое уже видел. Присев за базальтовыми столиками, можно отдохнуть или даже устроить пикничок, пока идет дождик. Тем более здесь открываются такие виды. Да, красиво. Ну, давайте уже далее по курсу. Термаш де Феррари. Такое многообещающее название. Бассейн с термальной водой, в котором парятся парочка пенсионеров. Ну, оно того не стоит. Также здесь есть купальня в скально-вулканических породах. Не знаю, как вода, я сюда окунуться не рискну. Огромные волны могут просто шмякнуть об камни, и ты моментально сливаешься с природой. Людей здесь всегда немало, для них натянута страховка, чтобы, не дай бог, никого не смыло. Само собой, виды здесь потрясающие. Чистейшая бирюзовая водичка плещется. Вулканические глыбы, превращающиеся в огромные арки. There's a time for us to let go. There's a time for holding on. Time to speak, time to listen. There's a time for us to grow. Вообще на острове нет какого-то сумасшедшего движения. И именно это дает возможность где угодно остановиться и спокойно в свое удовольствие рассмотреть, а в моем случае еще и снять этот красивейший ландшафт. The way you're reaching my soul feels like I'm losing control.
На эту красоту можно смотреть и смотреть. Здесь и комментариев-то не надо. Наконец-то на пляж. Южное побережье – самое подходящее место, где можно не только позагорать, но и поплескаться. О, водопадик в туннеле. Мило. Итак, небо, солнце, океан. Вашему вниманию самый классный пляж острова Сан-Мигель. Кстати, здесь очень интересно наблюдать за отливами. Уровень воды меняется на глазах, открывая проходы в труднодоступные места между скал, куда люди очень часто любят прогуляться. Прохлада ветерка, горит рассвет, течет река, а жизнь идет вперед, и без любви тебе не жить. Горит рассвет, река течет, не плачь, любовь к тебе придет. Forever.
Вкусный апельсиновый сок, окра, она же бамия, тунец. Кстати, если говорить о тунце, то Азоры самое то место, где им можно просто объедаться. Для сравнения, его свежайшее филе в местных магазинах стоит в среднем всего 120 гривен за килограмм. В то время, когда в наших маркетах дешевле, чем за 400-500 гривен, его просто не найдешь. Эх, если бы мне эту рыбку, да каждый день. Между холмов острова можно найти еще одно красивое озеро – Лагоа де Фого. Здесь можно побродить по вершинам на одном уровне с образующимися облаками. Ми на горі жита много, половина зеленого, пішли його дівки жати, та й забули серпи взяти. Интересно наблюдать, как испарения становятся массивными тучками. Тепер мені погулять, поки ноги не болять, а як будуть боліти, буду дома сидіти. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Высота почти 600 метров над уровнем моря. Отсюда видно всю центральную часть острова, включая административный центр Понта-дель-Гадо. Если честно, то уходить отсюда совсем не хотелось. По дороге к одному интересному месту заметил храм, построенный на холме. Решили заехать. Оказалось, отсюда открывается отличный вид. А еще здесь много вот этих милых созданий, размером с пол моей ладошки. Как там их называют? Божьи твари? И напоследок. Место, которое привлекло мое внимание издалека своими столбами пара. Вблизи оказалось довольно интересное, но настолько, зараза, вонючее. Как вы, наверное, догадались, это горячие гейзеры, которые непрерывно подогреваются из-под земли. Запах поначалу невыносимый. Кажется, что сера у тебя во рту, в носу, везде. Но, походив вокруг, я принюхался, и мне даже начало нравиться. Ну, вулкан-то старенький совсем, попердывает себе потихонечку. Это все, на что он способен на данный момент.
А между прочим, эти вонючки находятся посередине населенного пункта, Фурнаш, в котором проживает более 1000 человек. Нормально живут. На этой оптимистической ноте посмотрим на красивенный закат и буду подводить черту. Что мы имеем? Милый песик кафе, очень приветливое население, идеальная природа, климат и экология, сплошная красота, озера, горы и, конечно же, океан. Сюда я бы вернулся однозначно, без всяких сомнений. Чего и вам желаю. Пока. А я иду, шагаю по воде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что здесь происходит, а? Господи, вонище-то какое. Будто кто-то пердит из-под земли. Если вы любитель... Как я говорил, блин. Зеленые холмы классные, красивые. Блин, я не могу без написанного текста разговаривать. У меня импровизатор. Мы записываем как раз. Как телефон чуть не упал туда. Бля!